Отрубленная рука мертвеца, благочестивый палач в розовых чулках, козни дьявола, который мешает рубить головы, все виды пыток и казней. Сегодня мы поговорим о том, как жили и работали средневековые палачи. Если помните, в «Трех мушкетерах» наступает момент, когда герои собираются казнить злодейку. Миледи. Умирать она не хочет и кричит: «Кто тронет волосок на моей голове, в свою очередь будет убийцей». И тут появляется загадочный человек в красном плаще и с широким мечом, который говорит: палач может убивать и не быть при этом убийцей. Он последний судья и только. К красному облачению и особому мечу мы еще вернемся. А начать надо с того, что палач действительно воспринимался как последний оплот правосудия. С одной стороны, палачей боялись, избегали и презирали, а с другой они символизировали надежду на справедливость и внушали ужас преступникам. С криминогенной обстановкой в старой Европе было не очень. Постоянные войны, склоки между феодалами, крестьянские бунты, неурожаи, голод, эпидемии чумы – все это стабильности не способствовало. На большой дороге встречались дезертиры, браконьеры, бродяги, беглые преступники, безработные наемники и просто профессиональные головорезы. Все они не сказать, чтобы уважали закон и частную собственность. В городах бытового насилия тоже хватало. Все мужчины носили с собой какое-нибудь оружие. Если не меч, то нож. Любой, даже самый мелкий конфликт мог закончиться суровой поножовщиной. Публичная казнь в таких условиях была просто способом профилактики. Потенциальных преступников это зрелище демотивировало, а простому люду внушало веру в то, что зло все-таки иногда наказывается. И кому-то приходилось брать на себя этот неблагодарный труд. В совсем дикие времена селяне справлялись своими силами. К позднему средневековью оформились особые служащие, которые работали на город или местного феодала. Тут и появляется наш герой – заплечных дел мастер. Это выражение буквально означает «тот, кто стоит за плечом». Так удобнее всего рубить жертве голову. Никого, наверное, не удивит тот факт, что палачей не очень любили. То есть все соглашались, что палач вроде как необходим, но при этом он считался нечистой фигурой. С палачами было связано огромное количество предубеждений и суеверий. Многие столетия их ограничивали в правах. Им, например, могли отказывать в полноправном подданстве или гражданстве тех территориальных единиц, где они служили. Им нельзя было занимать государственные должности и совершать некоторые юридические операции. Иногда палача не пускали в церковь или отводили ему особое позорное место у входа. Каких-то жестких правил тут не было, все зависело от нравов конкретного городка или деревни. Но не всякий священник приходил отпустить палачу грехи, и не всякая повитуха соглашалась принять роды у жены палача. Даже в кабаки палачей не всегда пускали. Примерно в таком же положении находились представители других профессий, которые считались грязными – могильщики, мясники и кожевники. На свое довольно приличное жалование палач мог купить хороший дом, но только в плохом районе, за городскими стенами. Устроить личную жизнь ему было невероятно тяжело. Замуж за палача могла пойти либо старая дева, либо совсем бедная девушка. В результате палачи разных городов просто женили детей между собой, и сыновья продолжали отцовское дело. Все равно их никуда больше не брали. Так появлялись палаческие династии. У палачей была своего рода гильдия с собраниями, ритуалами и обменом профессиональными секретами. Довольно мрачными, если учесть профессию. Имелись титулы для заслуженных мастеров – дробильщик, сокрушитель, избавитель. В народе палачей звали гораздо менее пафосными прозвищами, самое цензурное из которых – мясник. Чем именно занимался палач? Что входило в его обязанности? Во-первых, телесные наказания. Палачи пороли провинившихся розгами. Например, за прелюбодеяние или нарушение обетов. Допустим, какой-то мужчина обещал девушке жениться, а сам соблазнил ее и сбежал. Позорное изгнание из города тоже сопровождалось поркой. Практиковалось отсечение ушей из-за преступления, которые не считались тяжелыми. Во-вторых, палач проводил так называемые особые допросы. Проще говоря, пытал людей. Раньше верили, что тело жертвы начинает кровоточить, когда к нему приблизится убийца. Если этот потрясающий следственный эксперимент не срабатывал, палач показывал подсудимому орудия пыток и объяснял, как именно они работают. Многим этого хватало для дачи признательных показаний. Но если нет, то палач брался за дело. В ход шли
раскаленные клещи, тиски для пальцев, испанские сапоги, дыба и другие мрачные приспособления. Такая вот криминалистика. А что было делать? Снимать отпечатки пальцев еще не научились. Издержки понятны. Под пытками многие сами себя оговаривали. В-третьих, палач проводил публичные казни. Они совершались в присутствии судьи, священника и охранников при толпе народа, который жаждал нехитрых средневековых развлечений. Тут все шло по строгому регламенту. Процессия к месту казни, обмен ритуальными репликами и так далее. Ожидалось, что преступник будет вести себя прилично, примет последнее причастие и вообще посодействует правосудию. Терять уже нечего, а искупление грехов, может быть, и зачтется. Методов казни было множество. Утопление в мешке, сожжение, четвертование, закапывание заживо под виселицей. В ходе колесования приговоренному ломали все кости тележным колесом или железным прутом. Причем в зависимости от тяжести преступления палач мог двигаться снизу вверх, от ног к шее или наоборот сверху вниз. Сначала ломали шею, а все остальное уже посмертно. Затем тело закреплялось на колесе или деревянном шесте. Так обычно казнили известных разбойников и отпетых душегубов. Повешивание, хотя и было менее мучительным, но считалось очень позорной казнью. Тем более, что жертву потом надолго оставляли болтаться на виселице. В общем, преступники были искренне рады, если их приговаривали всего-то к быстрому и где-то даже благородному обезглавливанию. Отсечением головы всегда казнили людей высших сословий, если те не совершали ничего совсем уж дикого. А вот если совершали, то дело могло кончиться по-разному. Например, при французском короле Филиппе Красивом 2 рыцарей подвергли жестокой казни. Рыцари отличились, завели романы с невестками короля. Супружеская измена в королевской семье приравнивалась к государственной, так что виновные получили по полной. Они были ободраны живьем, колесованы, четвертованы, оскоплены, обезглавлены и только потом повешены. А маньяка Жиля Дере, который стал прототипом синей бороды, не спасли ни знатность, ни заслуги перед страной, ни чин маршала Франции. Его сперва повесили, а потом сожгли на костре за убийство множества детей и занятия черной магией. Про него у нас, кстати, был выпуск. Посмотрите. В некоторых странах для отрубания головы чаще использовали топор. В других был принят меч. Он ассоциировался с законом, властью и справедливостью. Сперва использовали обычные боевые мечи, но со временем появился специальный меч палача. Полуторный, с плоским острием, которым нельзя наносить колющие удары. Зато вес клинка распределялся так, чтобы удобнее было рубить. Часто такие мечи правосудия богато украшали. Например, гравировали на них какую-нибудь громкую фразу про закон и возмездие. Иногда у палачей случались позорные неудачи. В основном, когда не удавалось отрубить голову за один удар. Это сильно портило драматизм и мешало торжеству правосудия. За неудачную казнь толпа могла ополчиться на палача. Бывали случаи, когда за испорченную церемонию его забивали камнями с разрешения и полного одобрения властей. В менее тяжелых случаях заплечных дел мастер мог лишиться работы. Палачи обычно начинали оправдываться и уверяли, что казнимый их околдовал, и дьявол подставил им вместо одной головы целых 3. Цеховые знатоки в этом случае советовали целиться в среднюю, а чтобы защититься от колдовства, покрывать голову жертвы черной тканью. Реально дело было, скорее всего, не в колдовстве. Просто многие палачи пили по-черному. Чем они вообще жили и кем себя считали? До наших времен дошел дневник настоящего палача, который трудился в Нюрнберге на рубеже 16 и 17 веков. Звали его Франц Шмидт. Он занимался нелегким палаческим трудом целых 45 лет и подробно фиксировал все свои, как сейчас сказали бы, кейсы, которых описал более 300. Горожане уважительно звали его мастером Францем. Он вел трезвый образ жизни и к правосудию относился очень серьезно. Ему было важно знать, что он карает преступников и карает за дело. По тогдашнему ритуалу после каждой казни Франц Шмидт спрашивал судью: «Хорошо ли я казнил?» И должен был получить ответ: «Ты казнил, как того требует суд и закон». Работа палача была тяжелой, в том числе и физически. Попробуй, например, поворочить тележное колесо.
Приходилось держать под контролем множество вещей. Уход за мечом и пыточным оборудованием, подготовка дров и веревок, поддержание в порядке виселицы и платформы для утопления. Всем этим тоже занимался палач или его подмастерье. Где-то палачам давали еще и дополнительную нагрузку. В разные периоды они вывозили мусор, избавлялись от трупов животных или даже надзирали за муниципальными борделями. Многие палачи занимались знахарством, лечили наружные раны, травмы, переломы, проводили ампутации. Опыт у них был богатый, им по должности приходилось приводить преступников в норму после пыток, чтобы они прилично выглядели в день казни. Некоторые палачи приторговывали частями тел и прахом казненных. Все это считалось целебным. Про веру европейцев в целебную силу праха мы немного рассказывали в ролике о гробнице Тутанхамона. Не все палачи были такими благочестивыми, как мастер Франц. Некоторые торговали расходниками для черной магии. Например, сожженный язык преступника был нужен для порчи, чтобы привлечь к человеку темные силы. Из семени повешенного выращивали, послушную воле колдуна, мандрагору, а из отрубленной кисти казненного делали руку славы – артефакт, который, как считалось, открывает любые двери и позволяет вору оставаться невидимым. В поп-культуре палачей часто изображают в алом одеянии или в черной маске, но этот образ придумали писатели XIX века. Некоторые города действительно требовали от палачей работать в униформе, но она могла быть и желтой, и зеленой. На иллюстрациях эпохи Возрождения и раннего нового времени палачи одеты в обычную одежду среднего класса и работают с открытыми лицами. Мастер Франц вообще дошел до нас изображенным в нарядном виде, в голубых штанах с гульфиком и розовых чулках. Предвзятое отношение к палачам сохранялось и в XVIII веке. Интересно, что после французской революции это пытались исправить. Палачам впервые дали гражданские права, а их самих пытались переименовать в народных мстителей. Революция снабдила этих народных мстителей инструментом, который позволял поставить казни на поток – гильотиной. Новое изобретение первым оценил Шарль-Анри Сансон по прозвищу «Великий Сансон». Самый известный палач Франции – настоящая звезда революционных лет. Он происходил из палаческой династии Сансонов, которая существовала с XVII века. Именно он обезглавил короля Людовика XVI как раз с помощью гильотины. Казнью королевы Марии Антуанетты занимался его сын Анри. Как это часто бывает, механизация стала для профессии палача началом конца. Последний представитель трудовой династии Сансонов, Анри Клеман Сансон, провел всего 18 казней. Он много пил, не вылезал из казино и в 1847-м даже заложил свою гильотину в ломбард. Гильотину Министерство юстиции тогда выкупило, но Сансона уволили. Профессиональные палачи с их традициями, мечами и ритуалами в мире техники были уже не нужны. Многие из них смогли переквалифицироваться и стали, как ни странно, врачами.